посмотрите, кто тут передо мной сидит. Это же Плутончик, один из фанатов меня и других аниматоров Что тоже. за... Оу, привет! Возможно, ты не ожидал меня увидеть здесь и себя увидеть в данном комплексе. Привет. Ты мне кого-то напоминаешь, только кого? И что я тут делаю? Подожди, ты похож на Локджау из ТРТФ? Это ты? Я не Локджау, и все аниматроники тут никакие. Тебе не Локджау из данной фан-игры FNAF. Не ломай четвертую стену, пожалуйста. Точно. Я понял, я вспомнил, кто ты. Ты Супах Экзе. Я тебя в детстве смотрел и смотрю по сей день, хотя и редко. То же самое, как и с другими аниматорами по ФНАФу в Майнкрафте. Да, это я есть, ты меня узнал, но тебе все равно придется в мою игру сыграть под названием «Веселье с Пахом», где надо будет вспомнить меня и защищаться от аниматроников и выполнять какие-либо задания, но не жульничать. Ох уж это ужасное время. Немедли уже, приступай быстрее, твоя жизнь на исходе уже. А еще, кстати, развяжите самого Плутончика, пожалуйста, аниматроники. Всем хишки, с вами Плутончик. Скорее всего, вы меня не ожидали увидеть такое время и особенно такой большой видос. А точнее, айсберг по Супах Экзе. Вау, как круто. Возможно, вы не понимаете, кто такая Супах Экзе и что это вообще за айсберг будет. Объясню кратко. Супах Экзе — это Майнкрафт FNAF аниматор, который делает анимации по FNAF в стиле Майнкрафта со своими персонажами, которые являются человекоподобными аниматрониками. И Супах не единственный, кто с ними делает анимации, с этими аниматрониками, и по ним есть также сообщество под названием Мистер Даррелл, и оно названо в честь челика, которых их создал как раз, точнее, ОСки по ФНАФу, ну типа оригинальные персонажи. И вы, возможно, зададитесь вопросом, а зачем ты сделал айсберг по какому-то ноунейму, о котором никто не слышал? Я отвечу сразу, это никакой не ноунейм, а популярный, известный в своем роде Майнкрафт FNAF аниматор, которая известна на западе в сообществе Майнкрафта и FNAF, особенно Мистер Даррелл. Я сам ее смотрел в детстве, в отличие от остальных аниматоров, и она мне больше всего нравилась. Сам айсберг будет довольно-таки интересным, особенно для фанатов Супаха и Мистер Даррелл или его аниматоров. Айсберг будет разделен на 4 слоя, начиная с верхушки, известные и не страшные факты, и все спускаясь, погружаясь до 4 слоя айсберга, где вся информация будет становиться малоизвестной, а может и страшной, хотя это маловероятно. Еще вас ждет сюрприз в конце 4 слоя айсберга, особенно для фанатов Супаха. Ладно, затягивать я вас не буду, но я начинаю сам айсберг. Поехали! Time to face the consequences of your failure. You will not be saved. We need you so that we can leave. Неужели на меня начали охотиться аниматроники? Надеюсь, я останусь живым и невредимым. Хотя мне уже об этом говорили, но... Да ладно. О, наконец-то дверь открылась.
Супах Экзе. Как я уже говорил, Супах Экзе — это Майнкрафт FNAF аниматор, который делает или делала анимации и коллабы по FNAF в стиле Майнкрафта. В этом пункте я расскажу поподробнее о Супах, чем во вступлении к айсбергу по ней. Итак, наша Супах родилась 2000 года в Пуэрто-Рико. Детство у нее было обычным, вроде как. Она была фанатом Майна, а потом, помимо Майна, она стала и фанатом серии игр FNAF от Скотта Коутона. Наши первые шаги Супах делала в Инстаграме, где публиковала короткие анимации по Майнкрафту и FNAF. 7 марта 2015 года она опубликовала первую анимацию по FNAF на своем YouTube-канале, который, кстати, назывался раньше Супах Гейминг. Первый ролик был ремейком трейлера второй части FNAF. Это было первым шагом в анимациях будущей Супы с человекоподобными аниматрониками, про которых, кстати, мы поговорим в следующем пункте первого слоя айсберга. После некоторых анимаций она начала проводить анимационные коллабы по FNAF, первый из которых, кстати, был Left Behind. Затем она начала делать обычные анимки по FNAF, как внезапно выходит фан-игра по FNAF FunVid Супах, которая была по нашей любимой Супах, и она, кстати, сама принимала участие в данной фан-игре. О данной фан-игре FNAF мы поговорим в третьем слое айсберга. Потом у нее качество анимации начало так возрастать, а потом она приступила к созданию своих сюжетных анимационных роликов, которые были вдохновлены FNAF. И это оказался The Origins. Эти анимационные ролики рассказывали историю, каким был наш Супах. И это было еще вместе с тем, как он создавал аниматроников, и то, как он был ученым-экспериментатором. У The Origins вышло аж 3 части, последняя часть, кстати, вышла в 2020 году. В общем, после The Origins у Супах были обычные анимации и ролики, она все росла и растет до сих пор. Сейчас она не активничает на ютубе и не ясно, когда она вообще вернется и когда будет новая анимация. Мистер Даррелл. Мистер Даррелл — это создатель ригов аниматроников в Майнкрафте. Именно он является тем, кто создал вот этих человекоподобных аниматроников, которых используют много где в Майнкрафт сообществе, особенно во FNAF, как и наша Супах, которая популяризировала данных аниматроников. Там были и классические, и тои, и кошмарные были, и также были фантайм аниматроники. Про самого Даррелла никакой особо известной информации нету, кроме того, что у него есть аккаунт на форуме аниматоров MindMatter, и то, что у него есть DeviantArt, и, кстати, он помимо Майнкрафта делал и реальных человекоподобных аниматроников, и он один из почитаемых в сообществе Майна и FNAF, хоть он и малоизвестен. Повторюсь снова, я дальше буду говорить кое-где, что именно им вдохновлялись, хотя есть слои, где я говорю про Супах, но она не создатель этих ригов или дизайнов, а популяризатор их, как что могут быть ошибки в слоях айсберга. Надеюсь, вы меня поймете. Кстати, помимо моделек Мистер Даррелл, Супах делала и свои модельки тоже, которых не было до этого, хотя половина дизайнов могла быть сделана Джей Ник для Супаха, хотя она тоже делала что-то свое. Я хз вообще. Но да ладно. The Origins. Это сюжетные анимационные ролики на канале Супах, которые вдохновлены FNAF и они в стиле Майнкрафта, так же как и другие анимки Супах. Самая первая часть The Origins вышла 28 января 2018 года. Вторая часть вышла 27 января 2019 года, а самая последняя на данный момент часть вышла 9 июля 2020 года. Сам The Origins рассказывает про нашу Супах, которую тут зовут Дэмиан Фир. У Дэмиана были рестораны с аниматрониками как семья. Как-то раз партнер, с которым работал Дэмиан, сдох в пружинных замках одного из аниматроников, став местным спрингтрапом, которого тут зовут Спринг Пиксель. Тот решил отомстить Дэмиану за то, что он его превратил в это, и решил убить дочь Дэмиана, пока тот был в другом ресторане. Дэмиан, вернувшись домой, ужаснулся, что сделал его партнер с дочерью, пока его жена Роуз была занята. Дочь похоронили, а у Дэмиана пришла в голову идея возродить дочь в виде робота. Жена не согласилась, и он без ее разрешения откопал дочь и пошел в лабораторию, чтобы возродить свою дочь с помощью какого-то шприца. Но там, где лежала сама дочь, была Роуз, и Дэмиан, снеся их со стола, чтобы Роуз не превратилась в аниматроника, он разделился пополам на две души. Первая — это аниматроник, а вторая — потерянная душа.
Во второй части «Потерянная душа» решает создать армию с помощью детей, которых он похищал и превращал в аниматроников. И они собрали армию и превратили потерянную душу в прототипа, чтобы уничтожить Дэмиана и еще, чтобы жену нашего паренька похитить. В третьей части Дэмиан ищет обратно дорогу в лабораторию и решает себя перестроить. И находит дорогу к подвалу, где держит его Роуз. Потерянная душа перемещает его в разум, и там начинается ментальная битва, где побеждает Дэмиан. Но когда он и Роуз выходят из подвала, их ловит полиция. Дэмиана садит в психушку, а на этом сказочке конец, а вот кто слушал, молодец. Ха-ха-ха, вот вы мне поверили, лошары, это не конец еще. Мне саму анимацию данной нравится, и они одни из тех, которые я в детстве смотрел и обожал. Хочу сказать то, что во втором слое айсберга я полноценно разберу The Origins, как и его другие части поподробнее. Коллабы. Коллабы в плане анимации — это видео, созданное группой аниматоров, которые создают сцены из существующего произведения или создают анимационный клип. Цель — показать уникальный стиль каждого аниматора, а не создать единый результат. Коллабы очень популярны на ютубе, и в основном это не только FNAF, но еще и SFM-анимации, Майнкрафт и еще что-то другое. Спах этому не исключение. Она также проводит анимационные коллабы по FNAF, но в стиле Майнкрафта, и они бывают либо качественными, или не очень. Но есть достойные примеры работ. Помимо Супах есть и другие Майнкрафт FNAF аниматоры, которые делают анимационные коллабы в стиле Супаха или с использованием дизайнов Мистер Даррелл в виде человекоподобных аниматроников. Недавно, в начале этого года, выходил анимационный FNAF коллаб Чарлу Джейн вместе с B&M Брэндон, и он просто бомбезный. Enjoy the Show — один из самых лучших коллабов, которых я когда-либо видел за последнее время. Кроме коллаба B&M Брэндон и Супаха, конечно, но они тоже лучше. Есть и лучшие примеры этих работ. Я просто не могу. И, кстати, этот коллаб делали 6 лет. Помимо обычных коллабов есть еще и мега-коллабы или мега-мэшапы, которые также выходили у Супах или у кого-то еще, у каких-то аниматоров. Вообще коллабов, как и аниматоров, стало довольно-таки много. Начиная с 2020 года коллабы, как и аниматоры, начали довольно стремительно развиваться в плане качества, и это не может не радовать. Соцсети. У Супах есть соцсети, которые она ведет помимо Ютуба и Инстаграма, которые являются первой соцсетью нашей аниматорши. У нее есть и X-Twitter, который она ведет на данный момент. По большей части она там репосты делает, и также может творчество, связанное с ее фанатами, репостить тоже. У нашей Супы есть ТикТок, который она, увы, не ведет. Есть Discord-сервер, на который, увы, мне не удалось зайти, но я помню, заходил когда-то на него, и он, кстати, довольно-таки прикольный. У Спах есть и Patreon, где она так же, как и на Бусти, публикует творчество, к которому доступ есть только по подписке. Чё вы думали? Это же вам не за бесплатно. Это все соцсети Супах, о которых я вам рассказал в данном пункте. Аниматоры. Аниматоры у Супах, как и у остальных, бывают разными в коллабах. Некоторые из тех, кто участвовал в коллабах в Супах, либо старые, которые до 2020 года были, либо новые, которые сейчас участвуют в новых коллабах в Супах, или у кого-то другого. Про некоторых из интересных я расскажу в отдельных пунктах айсберга. Здесь я расскажу про самых популярных и качественных из них в сообществе Супах и Мистер Даррелл. Первый, про которого я бы рассказал, это B&M Брэндон, который помимо анимации по Майнкрафту делал и SFM анимации и участвовал в коллабах у SFM аниматоров. Второй, про которого я бы поговорил, аниматор, это Ахмед ААК, один из тех, кто использует, в отличие от остальных аниматоров, новых классические дизайны аниматроников, как у Мистер Даррелл, но чуть поновее, и как у Супах тоже. Анимации, так же как у B&M, довольно-таки качественные и прикольные, и довольно-таки некоторые из них энергичные. Следующий у нас это Joe Plays, который один из первых аниматоров в Супах, и он помимо Супах участвовал и в других коллабах тоже. Сейчас он не активничает на ютубе, про него я сказать особо ничего не могу. Следующий аниматор у нас это Лкав, который тоже из первых аниматоров в Супах и аниматоров по Мистер Даррелл. И он выделяется тем, что анимация у него такая прям живая, быстрая, энергичная. Скажем так, мне саму данные анимки и части в коллабах нравятся. Другие популярные аниматоры и качественные, которые у меня тут остались, это Starwavil, Butter, Exotic Builder, Bruno Adventure и Jay Phoenix.
Про них особо я ничего не могу сказать, кроме того, что у них анимация довольно-таки качественная, плавная и прикольная. Про остальных, которых я тут не упомянул в данном пункте, я расскажу дальше в самом айсберге, так как про них есть что сказать. QC Animations. QC Animations — это одна из аниматорш по Спах Экзе и Мистер Даррелл, родом из Великобритании. Ее канал был создан 11 августа 2015 года, а самое первое видео вышло 13 февраля 2017 года. Это был коллаб на песню Below the Surface, который и выглядит довольно-таки устаревшим, но затем она в следующих анимациях и коллабах улучшится в плане анимации и качества. Сама она не участвовала в коллабах с Супах, а делала свои анимации, коллабы проводила, и в одном из них, как ни странно, участвовала сама Супах Экзе. Сама QC выпускала анимации по ФНАФу и коллабы, пока она не прекратила их выпускать. И начала делать другие анимации по Майнкрафту, но уже не на тему ФНАФа. И она еще начала разработку своего анимационного сериала по Майнкрафту The Lost Soul, который, кстати, еще не вышел и вряд ли выйдет, наверное. Ладно, в общем, сама QC Animations на данный момент не активничает на ютубе и вообще вряд ли будет активничать, но внезапно во время создания айсберга по Супаху она все же сделала пост в сообществе ютуба о том, что она обновила шапку канала и аватарку. Да. И еще она сказала то, что она вместе со своей командой продвинулась в создании своего сериала по Майнкрафту, первый выпуск которого должен выйти во второй половине 2026 года. И сам 2026 год — это год ее сериала. Ну, ладно, пожелаю только удачи ей. Супахкрафт. Супахкрафт — это официальный аккаунт нашей Супах на DeviantArt, вроде как. Тут есть кое-какие работы ее, которые она публиковала. В особенности это были аниматроники, а именно их рендеры, и тут также есть рендеры самих главных персонажей из The Origins в виде Супаха, ученого Супаха и аниматроника, который чуть-чуть отличается от узнаваемого образа на канале и в сообществе. Но да ладно. И как ни странно, они как бы все из The Origins и не только. И они, кстати, эти модельки раньше должны были относиться к отмененному концепту The Origins My Demons, который ну никак не связан с другой анимацией Супах. И тут также есть превью к тизеру той самой концепции. И тизер, кстати, вы можете посмотреть на ее канале, на канале Наш Супах. Кстати, работ по Супаху и Мистер Даррелл с человекоподобными аниматрониками довольно-таки много на DeviantArt. Но не так, конечно, много, но все же они есть. Необычные коллабы. Необычными коллабами подразумеваются те коллабы, которые отличаются чем-то. Например, они приурочены к какому-то празднику, например, Хэллоуин или Рождество. Есть те, которые были созданы на 1 апреля или, скажем так, ну очень странные, шуточные какие-то. В них очень много мемов, наркомании и много чего еще такого. Ладно, хэллоуинские коллабы, которые выходили у Спах, это This is Halloween, Grim Green and Ghost, Spach's Funhouse of Horror, у которого аж 2 части есть. Рождественский коллаб был у Спах только один, например, Merry FNAF Christmas. И были и такие коллабы, ну, которые я прям не могу описать как-то по-нормальному. Вы только посмотрите на наркоманию в Open the Chest или на тот же Dance But Very Already Dead. Ладно, есть и в The Origins 1.5, типа между первой и второй частью. Я хз, как мне это объяснить, но да ладно. Это не коллаб, а первоапрельский розыгрыш Супах перед выходом настоящей второй части в The Origins. И еще есть кое-какой коллаб, связанный с The Origins на 1 апреля, про который я сейчас говорить не буду, но о нем пойдет речь в последнем слое айсберга. Что за... Что тут произошло? Неужели кто-то разломал таких аниматроников? Hello? Hello? I wanted to record a message for you to help you get...
привет. Мистер Кукис, что ты тут делаешь? Как ты тут оказался вообще? Как ты здесь оказался? Вообще-то ты должен был ответить на мой вопрос, но я хз как тут оказался, но вообще-то я тебя впервые спросил. Тебе лучше валить отсюда. Что? Я тебя не понял, Кукис. Как я вообще свалю отсюда, если Спах меня не выпустит? Это все ловушка! Это все нереально! The Bonbon Shooter. The Bonbon Shooter — это одна из самых популярных анимаций Супах на ее канале, с 8 миллионами просмотров. Возможно, вы данную анимацию могли видеть или хотя бы видели переделки данной анимации. Кратко, в данной анимации Funtime Freddy с 4 руками Бонбона стреляет и всех сносит на пути аниматроников, включая и Луну, с помощью бонбонов. Я не знаю, как мне это объяснить, но да ладно, это всего лишь мемная анимация. ТМЕ. ТМЕ — это один из аниматоров Супах, и не только. В реальности его зовут Брайан Розетта, который родом из США. Он является одним из самых качественных аниматоров Супах, и он когда-то участвовал в ее коллабах. Он чем-то похож на Элкаф, но гораздо круче. Вы только посмотрите на его анимационные части. Он сейчас не принимает участие в коллабах Супах и вообще у кого-либо. Он сейчас делает свой анимационный сериал в блендере Project Nova, которая, кстати, должна была быть в стиле Майнкрафта, но сам ТМ решил поменять стиль на мультяшно-реалистичный. Про Project Nova я рассказывать не буду, не хочу спойлерить вам, так что сами можете зайти на канал ТМ и узнать больше интересной информации о данном проекте. Ну а так, я желаю удачи самому ТМ в будущих проектах и вообще в чем-либо. Origins in a Nutshell. Это анимация Супах, которая кратко, четко и быстро описывает первую часть The Origins и все самое главное. Что произошло между второй и третьей частью The Origins. Считайте эту анимацию в качестве продолжения Origins in a Nutshell, но не совсем от Супах, а от Гарри Д. Эта анимация все хорошо и без моих слов описывает промежуток между второй и третьей частью. Ее можно назвать неофициально второй и третьей частью Origins in a Nutshell, или нет? Аква. Аква — это девушка Супах XZ. Она появлялась раньше в его роликах или в ее. Она также была звеном The Origins, так как ее похитила потерянная душа. От нее вместе с Дэмионом она родила дочь, которую убил местный Спрингтрап. И именно она помешала Дэмиону превратить дочь в аниматроника. Только она не называлась так же, как Супах в The Origins, а называлась Роуз. Дэмиан — это был сам Супах, как вы понимаете. Аку появлялась в коротких роликах по типу Супах Short Shorts, о котором мы поговорим в этом слое айсберга. Сама девушка уже не появляется на канале нашей Супы или Супах, так как, видимо, теперь они не друзья, и вообще Супах — это тоже девушка, а получается, значит, Аку дружила не с парнем и не с мужиком, а с девушкой, а значит гомосексуальность. Сама Аква может появиться в будущем продолжении в The Origins под названием Мистер Фир, где она также будет Роуз, как и в первых 3 частях. Супах Short Shorts. Это что-то наподобие коротких скетчей или видосов, где происходит что угодно или какая-то херня. Либо это то, что связано с мемом каким-то. В них был сам Супах, Роуз, вместе с ним аниматроники тоже там были. То Funtime Супах разрушает город, то кошмарный аниматроник откусит голову ребенку, то Супах сам превратится в аниматроника и станет орущим ящером. Всякое происходило в этих видосах. Увы, сейчас они не выходят. Были 2-3 года назад новые Супах Short Shorts, но они теперь не те самые, которые были 10 лет назад. Reels. Это видосы, где показывают все, что сделал Супах за весь год, или 2-3 года. Там были не только те ролики и анимации, которые она выпускала, но и те, которые выходили скоро или через 2-3 года. В конце Reels 2022-2023 года был анонс следующих анимационных роликов, где был Мистер Фир, который является продолжением The Origins. Turn the Lights Off. Turn the Lights Off — это анимационный FNAF коллаб, который вышел на канале Jay Cinema. В нем поучаствовали талантливые FNAF аниматоры, в том числе и сама Супах XZ,
Ее часть была в Майнкрафт стиле, и она просто имба. И я такого еще не видел, чтобы так было анимировано круто, хоть это и было в 2022 году, или в 2024, я уже не помню. Ее часть в данном коллабе просто охрененная вообще. Я просто не могу эту часть забыть, и мурашки по коже даже от этого пробегают. И это в стиле финалов The Origins, как сам коллаб. Лор анимаций. Как ни странно бы это ни звучало, но да, в роликах в супах был не просто сюжет, а целый лор в ее видосах, которые были связаны друг с другом. Примером этого является The Origins, в котором есть целый сюжет, лор, персонажи и так далее. В этой части видео я расскажу о целом лоре в The Origins, и не только его, но и о других частях его и видосов, связанных с ним, и не только. Ну что ж, я начинаю разбор лора в The Origins, и не только. Как я уже говорил, в прошлом слое и пункте айсберга история начинается с ученого по имени Дэмиан Фир, который имеет ресторан с аниматрониками, деньги, лабораторию свою вроде как, и, конечно же, самое главное, это семью. В его семье Фиров была жена Роуз и его дочь. Сам Дэмиан заключил сделку с партнером по имени Фрости, с которым, как и с Уильямом и Генри во ФНАФе, должны были делать аниматроников для его заведений и помогать в чем-либо. Но внезапно партнер Дэмиан Фрости погибает в пружинных замках аниматроника, похожего на Спрингбони, если бы он был человеком. Дэмиан решает воскресить своего партнера с помощью некого вещества в шприце, который внезапно срабатывает, и Фрости воскресает. Только теперь это не прежний Фрости. Он стал агрессивным по отношению к Дэмиану за то, что тот превратил его в это. Спринг Пиксель. Так зовут нашего воскресшего Фрости. Он сбегает из лаборатории и решает убить дочь Дэмиана, что и благополучно и делает. Дэмиан в это время в заведении с фантайм аниматрониками, похожими на него и на его жену Роуз. Видимо, те аниматроники основаны на внешности семьи Фиров. Один из аниматроников по имени Фантайм Спах выходит из строя и чуть не нападает на одного из посетителей. Аниматроника сразу вырубают и отвозят в специальное место, похожее на то, что было в пятой части ФНАФа. Дэмиан, приходя домой, ужасается, что его дочь убили, и это оказался Спринг Пиксель, который и был тем самым партнером Дэмиана, которого он воскресил. Дочь хоронит. У Дэмиана приходит идея возродить дочь в виде аниматроника, но жена его пытается отговорить это сделать. Но Дэмиан решает по-своему и откапывает свою дочь и бежит в лабораторию, чтобы наконец начать возрождение дочери. Но этому мешает жена Дэмиана, Роуз, которая встает перед шприцом, чтобы посмотреть на свою дочку. А Дэмиан это замечает и ужасается, и быстро бежит спасать жену. Отбрасывая жену и дочь, шприц втыкается в него же, и он разделяется на две части. Первая это аниматроник, вторая это потерянная душа. Стоит отметить, что первая часть The Origins ни хрена не первая, до нее выходила Below the Surface, которая является второй частью The Origins. Первая часть The Origins довольно-таки интересная и чем-то похожа на Pop Goes, фоногруппа FNAF, сделанную Кинг Картером. Да и то, музыка, которая играет в первой части, и то, под какую музыку сделана эта часть, удивляет. И это наш любимый Pop Goes. Приступаем к Below the Surface. Below the Surface рассказывает о том, как фантайм аниматроников перевезли в подземный комплекс, похожий на тот, что был во FNAF Sister Location. Фантайм Спах переделывает из деталей в его компактную версию, которая поменьше высокой и не такая страшная, как высокий Супах, потому что высокий Супах пугал детей своим видом и высотой. Отвергнутый аниматроник решает демонтировать свою компактную версию и построить себя заново. Обманув аниматроника Фантайм Аква, они решают захватить охранника, который был как раз на ночной смене в этом комплексе. Они его находят, и Фантайм Аква, поддавшись обману Фантайм Спах, решает охранника убить скупером, как во FNAF 5, и залезает в него, как эндоскелет, и открывает дверь, заходя в лифт с Фантайм Спах. Кстати, самого охранника Фантайм Спах бросила, вернувшись в свое металлическое тело, оставив бездыханное тело охранника умирать. Те выбираются наружу, и Фантайм Спах решает отомстить своему создателю, но тот не один такой, кто хочет этого сделать.
Разделив души пополам, Дэмиан бежит за Роуз и теряет ее из виду. Когда она уезжает на машине, в это же время другая половина души просыпается. Две души должны воссоединиться, пока они не исчезли до рассвета, и только одна сторона может одержать верх над другой. Дабы потерянная душа навсегда сохранила этот облик, она должна уничтожить Дэмиана и забрать его душу. Потерянная душа решает вернуть Спринг Пикселя и исправить первый референс аниматроника Дэмиана. Они объединяются, чтобы найти того. И начинается. По ночам потерянная душа вместе с братками Спринг Пиксель, каким-то кошмаром и первым аниматроником решают покидать лабораторию, чтобы похищать детей и из них делать кошмарных аниматроников. И не только. Чего они только не делали. Хоть шприцом превращая ребенка в кошмарную тварь, хоть электрическим шоком ударь ребенка, и он станет мгновенно кошмаром. Большинство из кошмаров длятся недолго, так как детские души слабы. Поэтому приходит время до второго плана потерянной души. Когда Фантайм Спах и Аква вырываются в лабораторию, то Фантайм Спах показывает фото своего создателя, и потерянная душа понимает, что надо делать. Они создают новое тело для потерянной души, а-ля прототипа. Банда кошмарных и фантайм-аниматроников сбегают из лаборатории и ищет Роуз, зная, что Дэмиан все равно к ней придет, и прототип похищает Роуз. Конец. Что ж, я могу сказать то, что вторая часть не просто страшной была, а каким-то месивом была. Я вообще не мог представить, чтобы людей превращали в аниматроников, в особенности в кошмарных. Знаете, в The Origins не только берет вдохновение из Pop Goes, но еще из оригинального ТРТФ, где также была какая-то херня с веществом Редсла, которая наделяла человеком бессмертие. Да не только эта херня была в ТРТФ. Банда мафиозников, убийство детей, японская больница, про которую все забыли в начале истории. Это просто невероятно. Все же, The Origins как-то хоть и берет вдохновение оттуда, но он это улучшает. Хоть The Origins в первых трех частях могла твориться всякая херня на фоне, но могу сказать, что вторая часть The Origins это одна из лучших частей, которую я когда-либо смотрел. В особенности первой тоже, я так понимаю. Что ж, переходим к четвертой части, а не третьей, как вы могли подумать. После того, как душа раскололась надвое, Дэмиан следует за Роуз, но теряет ее из виду, в лесу. Он решил остаться и обдумать свои поступки, но ощущает присутствие потерянной души. Чем дольше души проводят порознь, тем больше они начинают терять связь с реальностью. Одна должна одержать верх над другой, чтобы вернуться в обычное тело. Дэмиан идет в лабораторию, чтобы устранить последствия, но, увидев, что сделала душа, решает перестроить себя с оборудованием для освобождения душ, заключенных в металлических телах. Он это делает с помощью специального шприца и уже мчится спасти Роуз, но потерянная душа не такая глупая и решает на его пути оставить кошмарных аниматроников, с которыми Дэмиан расправляется и освобождает души детей. Мысли Дэмиана начинают поглощаться потерянной душой, но он находит дорогу к Роуз, запертой в незнакомом подвале. Дэмиан обращает действие отторгателя душ вспять, дабы засосать потерянную душу, но вместо этого душа делает пощечину главному герою, и тот оказывается в голове. Начинается ментальная битва, где выясняется, кто из них победит. Потерянная душа – совокупность всех негативных поступков Дэмиана, с которыми он столкнулся ради себя и окружающих. Дэмиан побеждает битву, освобождая Роуз, и они выходят из подвала, но их ловит полиция. Дэмиан садит в психушку. На допросе он рассказывает свою историю, говоря, что возродил своего партнера, хотел дочь возродить, разделил свою душу пополам, дав волю худшему в себе буквально. Он кричит, что он не сумасшедший, и его спрашивают, как его зовут. Его зовут Дэмиан Фир, а точнее Мистер Фир. Конец. Да, на этом заканчивается сюжет The Origins вместе с 3 частями, или точнее с 4 частями, если считать Below the Surface. Скорее всего, та часть, про которую я сейчас говорю, являлась тизером к первой части в The Origins, но стала впоследствии второй частью, сместив другие. Итак, давайте попробуем хоть в чем-то разобраться и сделать хронологию событий. В общем, самая первая часть это King Hyde, после нее идет Below the Surface, которая вышла задолго до первой части The Origins. После Below the Surface идет Unfixable. Дальше идет финальная часть The Origins на данный момент.
Помимо основных 3 частей, в ней есть Below the Surface, а также есть спин-оффы или анимации, которые косвенно или прямо связаны с The Origins. Одна из них является Ghost, которая является альтернативной вселенной The Origins, где Дэмиан сдох. Сама альтернативная вселенная существует, но она никак не пересекается с оригинальной в The Origins. Есть еще и Tangled in Strings, которая является тупо незаконченной анимкой, но по сути она как-то то связана с The Origins, то нет. И она предсказала своего младшего брата Мистер Фир. Мистер Фир — это продолжение оригинального The Origins после 3-й части, где Дэмиан в дурке проводит время, галюны ловит с потерянной душой и много чего еще. My Demons. Это анимационный ролик Супах с песней My Demons. Он рассказывает про внутренних демонов нашей или нашего Супаха, который скорее всего является Дэмианом из The Origins. И, кстати, в ремастере, который вышел после 1-й части в The Origins, есть персонажи и кадры, похожие на те, которые были в самом The Origins, как его дочь, потерянная душа, Spring Pixel и также аниматроники, которые появились позже во 2-й части. Гарри Д. Гарри Д один из тех творцов, который больше всего делал анимации, связанные с Супах Экзе, либо использовал ее персонажи. Больше всего появлялся образ Супах в виде аниматроника, либо потерянная душа, либо Spring Pixel. Да что уж сказать, он имеет оригинальные риги от самой Супах. И еще ее персонажи появлялись в сериале от Гарри Into the Blockverse, где, внимание, главный антагонист — это потерянная душа. Он сейчас никаких анимаций по ФНАФу не делает, как по Супаху и также по Мистер Даррелл, по крайней мере. И надеемся, что 2-я его серия Into the Blockverse скоро выйдет. Джейник. Джейник — это Майнкрафт-моделер, который делает модельки персонажей и не только на заказ другим людям, аниматорам, как и наш Супах, который он сделал и делал модельки до какого-то времени. Могу выделить редизайн Фантайм Супах от этого высокого аниматроника, охранника Росса и еще пару аниматроников. Кстати, еще Джейник сам был раньше аниматором у Супах в ее коллабах и у других тоже. Сейчас он особо не активничает и его YouTube канала больше нету. Spring Pixel. Фанвид Супах.
FunVid Супах — это фан-игра по FNAF, сделанная в коллективе разработчиком с ником Hawaiian Hale, и которая является официальной фан-игрой по FNAF, по Супах, от самой же Супах. Сама игра является перенесенной мини-игрой из FNAF 4, веселье с плюш-трапом. Только тут у нас кошмарный Супах, которого надо будет поймать фонариком в тот момент, когда он стоит на крестике. Скажу просто и ясно, это всего лишь демка. Ничего, увы, там интересного нету, кроме тизера, намекающего на полную версию игры, только она была отменена. Полная версия игры представляла собой обновление, где мы бы выживали от кошмарной Фантайм Аква в спальне из FNAF 4 и должны были выживать до 6 часов утра. Выходил трейлер к тому самому обновлению, которое так и не вышло. У разраба были проблемы с кодом игры, который часто ломался, и проблемы в реальной жизни. Я бы мог закончить на этом данный пункт, но я узнал кое-какую интересную информацию и даже нашел кое-что связанное с данной фан-игрой FNAF. В общем, игра не просто была чем-то похожа на FNAF 4, а должна была стать самостоятельной фан-игрой FNAF, где каждую ночь мы бы выживали в какой-то локации, должны были либо выжить, либо что-то починить, или закончить свою смену, защищаясь от аниматронных тварей, которые нам бы мешали и могли нас убить. Геймплей был бы захватывающим, но полноценную игру так и не выпустили. Помимо FunVid Супах была еще и другая официальная фан-игра по Супаху, которая вроде как должна была стать тоже полноценной игрой. Называется она Супах Nights of Horror, которая являлась продолжением первой игры. Эта игра была на голову выше ее предшественника, аж по 6 пунктам и не только. 1 год назад сам разраб писал пост на GameJolt касаемо данной игры, где он спросил: Мне удалять это или что-то действительно сделать с этим? Пост был год назад, и ничего не изменилось. Он так и не активничает на GameJolt. Увы, скорее всего, мы данную фан-игру по FNAF больше не увидим. Ну, ничего страшного в этом айсберге, а именно в этом слое и в следующем слое айсберга я поговорю о других фан-играх по FNAF, похожих по стилю на Супах Экзе. Мерч. У Супах есть мерч, связанный с ее творчеством. О мерче я впервые узнал из вот этого Супах Short Shorts, где в конце была реклама ее мерча. Данный мерч продавался и продается на сайте Redbubble, который чем-то похож на наш Wildberries или Озон. Его особенность была в том, что на нем можно было создать свой мерч со своими изображениями, то есть принтами, и продавать его в массы. Это мне чем-то напомнило сайт Всемайки.ру, где вы также могли создать свой мерч со своим принтом. Супах — это не исключение. У нее помимо футболок, толстовок и много какой одежды, есть еще и аксессуары, домашние предметы, вроде кружек, магнитов на холодильник, подушек, термокружки, да даже часы на стену имеются. Много чего интересного там есть, все с принтами аниматроников Супы, да даже одежда для детей и младенцев есть, что особенно удивляет меня. Сам мерч скорее получился средним, было бы прикольно, если бы она выпустила фигурки по своим персонажам или плюшевые игрушки, связанные с ними. Кстати, сам мерч из России нельзя заказать, но это и так уже понятно, по каким причинам. Но ничего страшного, ведь я решил зайти на наши маркетплейсы вроде Wildberries и Озона, где я нашел это. Значки Demian из Origins, Супах Экзе. Сделано в России. Без комментариев. Персонажи. Считайте этот пункт как продолжение пункта про лор анимации из прошлого слоя айсберга. Тут я, по крайней мере, постараюсь немедленно и недолго рассказать про известных персонажей на канале нашей Супах Экзе, где будут сами аниматроники и люди. Если вы не хотите смотреть данный пункт айсберга, а я скажу вам сразу, что он будет, скорее всего, большим по хронометражу, хотя надеюсь, что он не будет большим, то можете перемотать на вот этот тайм-код или на следующий пункт айсберга. Ну, короче, на вот этот тайм-код. Спасибо за внимание. Самый первый из персонажей и самый известный на канале Супах — это сам Супах, а именно Demian из The Origins. А вторая его версия — это уже всем известный нам аниматроник Супах. У него есть аж 12 аниматронных версий, где больше всего фантомов, кошмаров и классических аниматроников.
Второй персонаж после Спаха, известный на канале, это Аква, которая была звеном The Origins, и она была девушкой Спаха. Она как бы человек, у нее также есть своя аниматронная версия. Первая это классический, а второй и третий это фантайм версии, которые являются копией Baby из FNAF Sister Location и FNAF 6. Следующий персонаж это Spring Pixel. Это один из главных персонажей на канале Спаха в ее коллабах, анимациях по FNAF и вообще в сообществе Мистер Даррелл. Он является чем-то наподобие Спрингтрапом во вселенной Спаха. И он проявляет себя полноценно в The Origins, где убивает дочурку нашего Дэмина, за то, что Дэмин превратил его в это. До этого он был обычным человеком с именем Фрости. Тот был партнером Дэмина, но сдох в пружинных замках аниматроника, как это случилось с нашим любимым Уильямом Мафтоном во FNAF 3. Только в отличие от Уильяма, он не был убийцей, он был хорошим, обычным человеком, не желающим никого зла, но его жизнь изменила в худшую сторону. О его судьбе в третьей части The Origins неизвестно. Следующий персонаж у нас это дочь Дэмина и Роуз, которую они родили и которую убил Spring Pixel в самой первой части истоков. Про нее мне мало что можно сказать, но ее образ был взят с кое-какой аниматорши по Мистер Даррелл. Следующий персонаж у нас это потерянная душа, которая является антагонистом The Origins, хотя, скорее всего, это сам Дэмиан, который все и начал, но да ладно. Он появляется во второй и третьей части в The Origins. Он появился с помощью шприца, который вонзился в самого Дэмиана, пока тот спасал свою девушку и дочь от шприца. Потерянная душа является всем негативным у Дэмиана, и она потом еще и прототипом становится в итоге. Следующие персонажи это аниматроники, например, первый референс аниматроника Дэмиана, которого он забросил делать, и его потерянная душа возродила. Дальше у нас кошмар какой-то, а кто это вообще такой? О нем никакой официальной информации нету, и даже имени никого нету, но он довольно-таки часто появлялся в старых коллабах Спах, и еще он был приспешником потерянной души. Один из самых загадочных персонажей на канале Спаха это Фантайм Спах, а именно вот этот высокий аниматроник. Он появлялся во многих анимациях и коллабах по Мистер Даррелл и самой Спах. Его мотивы и действия неизвестны, но он довольно-таки самый агрессивный из аниматроников, который не только напугать может, но и убить. У него есть компактная версия, которую много кто видел из фанатов Спах, и еще в одной из анимаций он свою компактную версию демонтировал. Компактная версия, в отличие от высокого супы, появлялась гораздо чаще всего. Другие аниматроники это тупо аниматоры у Спах, которые участвовали в ее коллабах, и это то же самое, что рассказать про каждый скин Майнкрафта, как что не буду рассказывать. Дальше бы поговорил о четверке аниматроников, которые на канале Спах менялись то годами, то и вовсе не менялись. И первый из них это вот эти. Главный из них был не Спах, а Лайтинг. Да, это его настоящее имя. Затем он отошел на задний план, и главным из них в банде стал сам Спах. Извиняюсь за запинки, там были кое-какие аниматроники в банде, например, вот эта Чувиха, но у них нету официальных имен, как что я хз как их называть. Дальше идет эта банда аниматроников, где уже другой состав, но Спах также главный, и у них еще девка с фиолетовыми волосами. И еще кто-то поменялся, но некоторые из них были в виде кошмаров. Например, вот этот аниматроник, который был приспешником потерянной души из The Origins, ну то есть он раньше был таким, а стал в итоге приспешником. Дальше идет вот этот гаммибер в виде плюштрапа. Я не знаю, что я сейчас сказал, как мне вот этого плюштрапа, то есть гаммибера описать вообще, но да ладно. Много раз состав банды Спаха менялся на другой. Была другая банда аниматроников, которые были бандой из FNAF Sister Location, похожие на тех из игры. Это Балерина, Лайтинг внезапно с банбоном в виде Спаха, тот самый аниматроник с классической банды Спаха, который был Фокси, и тот, который впоследствии стал приспешником потерянной души, и Бэйби, или похожий на него Фантайм аниматроник.
Появлялись они редко, но про них никто не забывал, и к 2021 году их полностью переделали и обновили дизайн, который делал не только сам Спах, но и Дженник тоже. Одного из аниматроников убрали и заменили на другого, который тоже был один из старых и узнаваемых на канале Спаха. И он тоже был фантаймом, и получилась новая банда Фантайм во главе этой зеленоволосой Бэйби. И мне они кое-кого напомнили по дизайну, но об этом, думаю, я когда-то в будущем расскажу. Но да ладно, неважно. И еще вместе с ними обновили дизайн высокого Спаха, который, мне не совсем зашел, но да ладно, сойдет. Некоторые старые персонажи и аниматроники у Спах появляются в ее новых видосах или анимациях, да даже в новых коллабах других аниматоров появляются в качестве пасхалки или отсылки. Это были все персонажи Спаха на ее канале, самое узнаваемое и самое старое, и новое тоже. Надеюсь, вам было интересно смотреть данный пункт. Мне больше сказать про персонажей нечего. Dragons 99990. Это аниматорша у QC Animations. Она участвовала в ее коллабах, а Спах нет. Но я могу про нее сказать то, что именно Спах взял ее за основу в качестве дочурки в The Origins, которого убил Spring Pixel. Spring Pixel в Bite by Night. Bite by Night — это асимметричный хоррор в Роблоксе, вдохновленный FNAF и DBD. Известен не только тем, что он клон Форсакена, но и благодаря творческим скинам, основанными на сообществе FNAF, вроде мультяшного Спрингтрапа от Paymations. Вы спросите, при чем тут режим из Роблокса? А все очень просто. Малое сообщество Спах.exe и Мистер Даррелл предложили добавить скин Spring Pixel для Спрингтрапа. Даже есть концепт, как бы он был в игре вместе с остами и катсценами. Но пока что его не добавили в игру и навряд ли добавят в ближайшее время. И, кстати, тот фанат, который предложил добавить Spring Pixel в Bite by Night, дружит с самой Спах.exe, что довольно-таки неожиданно. И еще, кстати, он предлагал добавить высокого фантайм Спаха или Ennard Soap. Ну что ж, надеемся на добавление обоих или одного из них в игру. Отмененные коллабы. В этом пункте я расскажу про отмененные анимки Спах. Здесь именно будет говориться о коллабах или даже ремейков каких старых анимок, которые были отменены. Первое — это ремейк вот этой анимации по песне из FNAF 4 You Can't Escape Me. Причины отмены неизвестно, как и у остальных последующих анимок. Следующая отмененная анимка — это ремейк старой анимации по FNAF на песню Die in the Fire. До нее выходила похожая анимка. Это также был ремейк той анимки на ту же песню, но она была короткой, и в ней использовались не оригинальные модельки аниматроников, а именно модельки Спах. Следующее — это отмененный коллаб, который скорее должен был выйти в Хэллоуин 2017 года, но был отменен. Он рассказывал про нашего Спах. Это что-то наподобие было My Demons, только если бы это было на Хэллоуин. У него тут приспешники есть, гора золота, и он такой богатенький. Один из приспешников была сама потерянная душа. Интересный факт в том, что в The Origins 2, где появляется впервые потерянная душа, вышел только спустя 2 года после этого ролика. По сути, первое появление потерянной души было именно в этом отмененном коллабе. Другой отмененный коллаб — это Over and Over, где Фантайм Спах, да, тут высокий аниматроник, ломает оригинальных аниматроников с FNAF. Это можно заметить по части Спах вот в этом ролике. So Bowl. So Bowl — это фан-игра по FNAF, и это вторая фан-игра по стилистике, похожей на наш Спах.exe, и вторая по популярности после фанвид Спах. Эта игра уже является полноценной и похожей на первую часть FNAF. Данную фан-игру создал челик с ником Swopless, который, кстати, участвовал в самих коллабах Спах, что довольно-таки интересно, но он в них начал участвовать только после выхода самой игры. Данную игру он делал на коллектив Fusion, а модельки аниматроников, декораций и локаций делал в Mindmatter и Blockbench. Мы должны выживать от аниматроников, которые будут пытаться нас убить. Главным из них выступает сам Soap, то есть наш Спах.
Помимо него есть еще 6 аниматроников, которые нам будут мешать закончить ночь. Сами аниматроники, как и Soap, это прямые отсылки на реальных FNAF аниматоров или Minecraft аниматоров, которые принимали участие в коллабах наших супах. Помимо ночей с аниматрониками, у нас есть и пиксельные мини-игры, раскрывающие сюжет самой игры. В этой фан-игре, кстати, есть сам Spring Pixel, только его зовут тут Pixel, и это не Springtrap, потому что в нем нету Фрости, и это обычный аниматроник с эндоскелетом. В игре также и Ахмед ББК есть, которого я не ожидал тут увидеть. В конце игры, кстати, нас херачит Пиксель, и типа мы от него убегаем, или мы за Пикселя сбегаем из пиццерии, которая разрушается, горит, и все в таком духе. В общем, пока я тут монтировал и доделывал айсберг по супаху, в то время, пока я делал слои для айсберга, сам Swobless выложил тизер ко второй части Soul Bowl под названием Resurgence. Да, это вторая часть Soul Bowl, официальная. Первая вышла аж 4 года назад, и внезапно анонс сиквела. Скорее всего, это будет что-то наподобие второго FNAF, но со своими фишками и приколюхами. Надеюсь, данная игра все же выйдет. Русский фандом. У Супах есть не только фанаты или подписчики из Западной Европы или вообще из США, но есть еще и русскоязычные тоже. Но русскоязычных в фандоме так мало, что их вообще нету. Ну типа они есть, но всего лишь единицы. Даже ролики мало кто делает о Супах из русскоговорящих. Есть ВК-группа фанатов Супах, но она мертвая. Но я нашел самое интересное. ТГ-канал, связанный внезапно с The Origins, где русские челы следят за проектами Супах, а именно что связанными с The Origins, и пытаются разобрать сюжет их. И благодаря им я смог разобрать сюжет всех 4 частей The Origins в данном айсберге, за что спасибо данному ТГ-каналу. Кстати, а вы знали, что в коллабах Супах участвовали русские аниматоры? Я тоже нет, но это правда. Один из них это постпанельник, который участвовал в новых коллабах Супах. Если что, он русский аниматор, и он из России. У него анимационные части в коллабах Супах получаются такими атмосферными и качественными, и вообще такими крутыми, скажем так. Кстати, у него 4 года назад входил FNAF коллаб как раз в стиле Супаха, это Turn the Lights, и короткая анимка с русской песней My Cat. Второй аниматор из России это Сергей 42, который участвовал в старых коллабах Супах аж с 2016 по 2018 года. Но он сейчас не участвует в них и вообще не активничает на ютубе и хоть где-то. И, кстати, в коллабе от постпанельник Turn the Lights участвовал аниматор с ником Сергей. Так что, возможно, Сергей 42 участвовал в данном коллабе. Или это не он, я не знаю. Есть еще один русскоязычный аниматор Супах, только он не участвовал в ее коллабах, а является ее фанатом. Знакомьтесь, это Fresh Pill Animation. Он делал анимационные вставки для роликов фантайма с 1 миллион подписчиков, что довольно-таки необычно было для меня услышать. Фреш действительно фанат Супах, так как на его канале можно найти некоторые анимации с персонажами и стилем как у Супах. Только почти все анимки, связанные с Супах, либо маленькие, либо вообще являются дорожными картами для коллабов. Кстати, сам Фреш проходил на одном из своих стримов даже фан-игру по FNAF в стиле Супаха Soul Bowl, о котором я рассказывал в прошлом пункте. У него есть ВК-сообщество, где он публиковал творчество свое. Там есть и творчество, связанное с Супах Экзе. Помимо русских аниматоров, которые относились к Супах Экзе, я еще в ВК и в Рутюбе видел перезаливы самих коллабов в Супах, что довольно-таки странно и необычно, ведь все же кто-то ее смотрит из русскоязычных, и даже есть те, кто в коллабы ее вставляет русскую версию песни или русскую аудиодорожку с песней, которая поется в самом коллабе. Я бы еще рассказал про сообщество Супаха в Амино, но, увы, самого сайта как и приложения уже не стало, так как они закрылись 13 декабря 2025 года, так что, увы, не получится его разобрать. The Wolf и Mechanical Instinct. Это анимационные FNAF коллабы от Супах, которые связаны между собой. И да, это вторые сюжетные анимационные ролики помимо The Origins. И они, кстати, связаны между собой, но косвенно. Первая часть это The Wolf, где охранник по имени Росс пытается выжить в пиццерии с аниматрониками, и его чуть не ловит сам Фантайм Супах, который агрессивен по отношению к самому Россу. Росс старается защищаться от аниматроников пиццерии, но его настигает сам Фантайм Супах.
И я не буду говорить, что он сделал с ним. Мне даже страшно думать, за что Фантайм Спах укусил, за какое место Росса, но это вы уже сами додумываете. Вторая часть The Wolf — это Mechanical Instinct, где полицейские расследуют дело о пропавшем охраннике. Он узнал о том, что загадочное существо было на заброшенном складе. Все инциденты связаны с одним человеком по имени Дэмиан Фир. Полицейский, проникая на склад с бесконечными туннелями, высокотехнологичной системой безопасности и тайной, которую ему предстоит разгадать. Жив ли охранник Росс, или он погиб под натиском аниматронных тварей Дэмиана? Творения Дэмиана будут пытаться поймать и убить нашего полицейского, но нашему главному герою удается избегать их или вовсе ломать аниматронных тварей. Мод. Мод — это русский творец и фанат Спаха. Он до поры до времени делал анимации по человекоподобным аниматроникам. Да, тех самых ригов Мистер Даррелл и Спаха. И по большей части в анимациях его были аниматроники Спаха. Некоторые анимации были довольно-таки качественными в тот момент, и сейчас они тоже смотрятся нормально, но некоторые из них, не очень. Я сейчас говорю именно не про основной канал мода, а именно что про его самый первый, который он забросил и перешел уже ко второму. Кстати, у мода есть свой дискорд сервер, на котором можно до сих пор зайти, и на нем много было, очень много, наполовину сервера было творчество по Спаху и QC Animations. Да и сами, скажем так, участники были русскоязычными фанами тех же Спаха и QC Animations. Извиняюсь за речь. Тут было много какого творчества по человекоподобным аниматроникам, и тут даже были в свободном доступе риги некоторых аниматроников, и само до сих пор активничает на Discord сервере, а на ютубе редко. Суперстар. Суперстар — один из русских творцов по Майнкрафту в X-Twitter и не только, родом из Белгорода. Он раньше был фанатом Спаха и делал модельки с персонажами Спах XZ, и не только. Все работы он делает в Model Bench, а рендеры делает либо в Minimator, либо в Cinema 4D. Да что уж сказать, его даже замечал сам Джей Ник и немного Спах XZ. Сейчас он делает работы, не связанные с Спахом, например, с Batman 4014, который так же, как и Джей Ник, замечал его работы и лайкал их. Five Nights at Wheels. Five Nights at Wheels — это серия фан-игр по FNAF в стиле Спах XZ, выпущенная на GameJolt разработчиком с ником Cinema Hanville Games. Самая первая часть вышла 31 марта 2018 года. Мы работаем охранником в пиццерии Ханвилла Блоксмита, где мы должны следить за самим заведением, как и за аниматрониками, которые будут пытаться нас убить. После первой части идут вторая, третья и четвертая части, где мы также должны пытаться выжить в пиццерии или где-то. Хотя во второй части мы точно в пиццерии, в третьей части мы в аттракционах ужасов Hanville's, типа как во FNAF 3. Четвертая часть — это FNAF 4, где мы выживаем от кошмарных тварей, и мы можем ходить по всему особняку. Все части Hanville's — это тупо те же самые части FNAF, но с другими персонажами, локациями и немного измененным геймплеем. Хотя я бы это так и не назвал, у них есть свой сюжет. В будущем у серии игр выйдет ремастер первой части, затем ремейк первой части и второй части, где геймплей кардинально отличается и даже в разы лучше, чем в классических частях Hanville's. Совсем забыл рассказать вам про судьбу четвертой части Hanville's. У четвертой части Hanville's была выпущена только демка, а сама полноценная игра была отменена из-за программы вымогателя, которая, видимо, самому разрабу попалась, из-за чего та программа, скорее всего, тупо удалила все данные, включая и файлы четвертой части, и, скорее всего, его ПК или ноутбук стал кирпичом, и ему, скорее всего, пришлось менять ПК на новый, и вообще игру пришлось бы заново делать. Об этом говорится в самом описании самой четвертой части на GameJolt. Печально, конечно, вышло, что разрабу не повезло, и даже как-то грустновато стало, что четвертая часть не выйдет, но сами игры и так были плохого качества в тот момент. Ремейки самих игр выглядят гораздо лучше классических, и мне они самому тоже понравились. Не знаю, что еще я могу сказать, желаю только удачи самому разрабу в его будущих проектах. И надеемся на то, что фан-игры по FNAF от него все же вернутся и начнут выходить.
Оу, привет. Не думал, что кто-то подсказку мою увидит и придет сюда. Привет, ты... ты же тот самый первый аниматроник с канала Супаха. И тот, который пропал после того, как мистера Кукиса убили. Да, это я и был. Я тебя не просто сюда привел в вентиляцию. Зачем? Затем, чтобы жизнь твою спасти. Ладно, тебе нужно найти все электрощитовые в помещении и восстановить их, избегая аниматроников. Когда все будет починено, дверь откроется. Мы побежим в металлическую дверь и закроем ее, и будем выбираться из комплекса Супаха, где он смотрит за всей твоей игрой. Ты уверен, что я тебе могу доверять о свободе? Ведь ты же тоже аниматроник. Во-первых, я самый первый аниматроник Супаха, а именно Дэмиана, и я вообще-то дружелюбный. Во-вторых, меня новый Супах, этот аниматроник, бросил на произвол судьбы, оставил меня гнить с остальными роботами. Ладно, отправляйся чинить электрощитовые, избегая аниматронных тварей. Давай. Ну, ладно, я пошел тогда. Покажи им, кто тут главный на самом деле. Разруби их всех! Готово! Бежим! Five Nights at Taller. Five Nights at Taller или FNAF — это серия фан-игр по FNAF в стиле Супах.exe и Мистер Даррелл, созданная челиком с ником Movie Eddie Games. Игры я обозревать не буду, так как самих игр толком-то и нету, типа они есть, но на GameJolt только страницы их, а релизных версий или билдов и та же демо нету вовсе. Этот гений уже прописал все части, которые должны выйти, и сюжет серии. Их тут, очень много, и каждая часть разделена на главы. Всего частей там 7, и у игр половина из них толком-то нету тизеров, но и саундтреки. Но они средние, да и то просто биты и пианино какое-то. И у 3 последних частей нету страниц. И у него еще есть свой YouTube канал с Gacha Life и короткими анимками Мистер Даррелл. И еще он единственный, кто опубликовал один из старых ригов Мистер Даррелл, так как большая часть ригов стала недоступна по ссылке от самого создателя ригов. Но уже до этого челика аниматор Pixel Frosty, который участвовал в коллабах Супах, опубликовал ссылку на риги Мистер Даррелл, которые нельзя просто так найти и взять. И они все загружены и доступны на Mediafire, скачивайте на свой страх и риск. Five Nights at Rallies. Five Nights at Rallies — это серия фан-игр по FNAF, также в стиле Супах.exe. Ее разрабом является челик с ником Riley Gaming 978, который выпустил на данный момент только 3 части из серии FNAF. В первой части мы являемся охранником в семейной закусочной Урали, где мы должны следить за зданием, также за аниматрониками, которые будут пытаться нас убить. Как я уже говорил, дизайны аниматроников здесь очень похожи на те, которые были у Спах, так же как и у других аниматоров. Во второй части мы находимся на складе с теми самыми аниматрониками из первой части, которые уже олды и которые уже поломанные. Эта игра чем-то похожа на вторую часть FNAF от Эмиль Маку и на оригинальную вторую часть FNAF. В третьей части мы должны следить за аттракционом ужасов Райли. Игра также похожа на оригинальный FNAF, на этот раз на FNAF 3. Все части Райли похожи на FNAF, даже ассеты из FNAF используются, вроде планшета, кнопок подсветки двери, закрытия двери и даже кнопка поднятия планшета, та же самая. После 3 игр идет ремастер первой части, который вышел 11 ноября 2024 года, и который не такой прям плохой, не такой прям лучший, а где-то средний. Интересный факт. Все части FNAF сделаны на скретче. Да. Сама серия игр FNAF на данный момент все еще жива. Разраб делает переосмысленную коллекцию FNAF, где будут ремейки всех 3 частей FNAF. А также он начал разрабатывать 4-ю часть FNAF, где мы, по видимости, будем защищаться от кошмарных аниматроников, так же, как и во FNAF 4.
И теперь он делает игры на Click Team Fusion. The Origins 4. Это очень страшная часть The Origins, о которой я решил вам не рассказывать. Потому что она очень страшная во всех смыслах жизни. И если вы ее посмотрите, то станете... Ладно, шучу. Если что, эта часть не такая страшная, и она очень смешная. Да и то она высмеивает первую часть The Origins, как вторую и третью часть тоже. И она сама вышла на 1 апреля на нашем канале Супы. Она не является основной частью The Origins, поэтому я ее решил поставить на нижние слои айсберга. Ну, а именно на дно айсберга в качестве сюрприза. Но это не главный сюрприз, который вас ждет в айсберге вообще. Визит Супах на Хайпиксель. Если вы совсем не поняли данный пункт, то я вам объясню. В The Origins 4 первоапрельском видосе был момент, когда Супах посещала самый крупный, популярный сервер майна на Java версии, то она была не в виде обычного скина, а именно что в виде 3D модельки Spring Pixel из The Origins, и она там играла в мини-игры, вроде Skyblock и PvP арены. На Skyblock она выживала вместе с самим Демианом из The Origins, а на PvP-арене сражалась с Большим Ахметом ББК, который был прям огромным, и еще сражалась с Пингвином в виде себя. Я хз, как это описать, и хз, как она это сделала, но скорее всего она использовала мод фигура. Больше я ничего не знаю. Другие фан-игры по Супаху. Помимо прошлых фан-игр по FNAF, которые я обозревал до этого, то здесь я расскажу про те фан-игры, которые и вовсе не вышли, или те, которые малоизвестны, и о них ноль информации. Все их вы сможете найти на GameJolt. Первый из них это A Maker's Dream, которая имеет только один тизер и описание самой игры в виде сюжета. Ее разрабом является Nixon Place, который 6 лет назад отменил данную игру, так и не показав ничего другого связанного с самой игрой. Следующая игра это Night with the Crew, которая была создана Karzan Programs. У игры только 2 тизера и описание страницы на GameJolt. Прошло очень много времени, а игру мы так и не получили от Карзана. У него на странице игры, как и в его профиле GameJolt, ничего нету, даже постов каких-то, не связанных с игрой, тоже нету. Третья и последняя игра у нас в этом списке, это... Я не знаю, как мне это описать. Игры тоже нету на GameJolt, и вообще я о ней узнал только через вот эти ролики от какого-то русского школьника, которые выходили аж 4 года назад. Типа этот школьник обозревает тизер к неупущенной игре, и по ним, кстати, можно было понять, что игра была бы в 2D стилистике. Создателем игры являлся Кирилл Байков. В самом первом видео от школьника аккаунт Кирилла Байкова был в приложении Омлет Аркада, который, кстати, уже нету, и типа вот этот школьник связался с ним и дал ему интервью. Сама игра, кстати, была не на Click Team и даже не на Scratch, а на Pocket Code. Да. Второе видео школьник нам показывает тизеры к игре и та же чертеж аниматроника Супах. И газета, которая была, видимо, гейм-овером. Ладно. У меня есть сомнения касаемо того, что эта игра вообще существовала, и типа она так и не вышла, а канал того школьника, который снял эти 2 ролика, вообще не активничает на ютубе. И вообще не ясно, что стало самим создателем игры. Вообще непонятно, ну, как-то странновато. В общем, во время монтажа данного пункта я узнал, что оказывается есть и другие заброшенные фан-игры Супах. Или нет. Тут есть сиквел к A Maker's Dream от того же разраба, и она, кстати, таки не вышла. Затем я нашел вот эти игры, про них мне особо сказать нечего, кроме того, что они также не вышли. Есть те игры, которые вышли, например, Five Nights at Tiden, довольно-таки старая фан-игра по FNAF в стиле Супаха и Мистер Даррелл. У нее есть аж 2 части. А разраб так и не активничает. Его игр больше нету на GameJolt, но он 4 года назад обещал сделать игру-архив, где были бы все его удаленные игры, вроде того же Айден, и он не соврал и сделал это. Что довольно-таки интересно, но да ладно. А один из его фанатов, который, кстати, русскоговорящий, сделал рекодед-версию Five Nights at Tiden, где была улучшена механика, исправлены баги и много чего еще. Супах XVK? Это аккаунт ВК, который был персонажем Супах. На нем пользователь выкладывал картинки, связанные с Супахом, мемы по нему и кидал ссылки на оригинальные ролики Супы. Сам аккаунт не активен с 2017 года. А еще он один из тех, кто создал сообщество ВК, про которое вообще никто не знает, и постов там тупо нету.
И, кстати, аккаунт мог стать, возможно, жертвой синего кита, но об этом никакой информации нету. Но, надеюсь, с этим челом или аккаунтом, ну, короче, тот чел, который стоит за этим аккаунтом, с ним все нормально. Five Nights at Darrell's. Five Nights at Darrell's — это серия фан-игр по FNAF в стиле Супах Экзе, хотя, скорее всего, Мистер Даррелл. И они, кстати, были с персонажами самого Мистер Даррелл. Сами игры делал разработчик с ником Дэвин Мэннин или Distant Melody Games, которого, кстати, на GameJolt больше нету. Он раньше был вместе с играми, но, увы, его аккаунта, как и игр, больше не стало. К счастью, один из фанатов его с этим ником опубликовал коллекцию игр по FNAF, которая, видимо, у него была вместе со всеми частями, в том числе и с отмененными. Я сами игры особо разбирать тут не буду, потому что они являются копией самих себя и копией оригинальных частей FNAF. Первая часть самой серии игры довольно-таки нормальная, в отличие от остальных. Вторая, третья и четвертая они так себе. Вторая — это копирка первой части FNAF с той аниматрониками. Кстати, первая часть серии игр была по геймплею похожа на FNAF 2, но с классическими аниматрониками. Третья часть — это FNAF 4, четвертая часть — хрен пойми что, и там всего лишь 2 или 3 врага. Пятая часть — это вторая часть с геймплеем FNAF 1 и той аниматрониками, которая так же, как и во второй части, такие же упорты. Дальше пошла серия игр Night Shift at Darrell's, которая типа была ремейком или ремастером старых частей, где обновили визуал, графику и чуть-чуть дизайн персонажей, который тут стал в разы лучше. И он, кстати, действительно похож на дизайн Супах или Мистер Даррелл. Нормально. Вторая часть — это переделанная первая часть, но с 3 врагами. Третья часть — это не совсем ремейк или переделка оригинальной части. Тут также есть кошмарные аниматроники в лице Даррелла, Даррелли, Гины и каких-то 2 черт. И мы ходим по каким-то коридорам какого-то комплекса или подвала. Я хз вообще, что это такое. Затем вышел ремейк первой части, где теперь не Майнкрафт стилистика, а настоящие аниматроники. Потом пошли отмененные игры вроде Five Nights at Darrell's Linus, которая вообще была не про человекоподобных аниматроников, а про каких-то животных. И там единственный, кто остался из классического состава, это сам Даррелл. Была еще и отмененная часть Darrell's Final Regret, у которой есть только отмененная демка, и сама игра представляла собой point and click, где мы бы свободно типа передвигались, и игра, видимо, была вдохновлена пятой частью ТРТФ. Как ни странно и не бывало, но окей. Есть еще демка некой Darrell's A Tale, которая была пародией на Undertale, но она тоже, видимо, была отменена. Я не знаю, как мне всю эту серию комментировать, я бы назвал бы это говном, но раз так это выходило с 2015 по 2016 года, то, скорее всего, среднее. Возможно, вы не ожидали этого, но это еще тоже не конец айсберга по Супаху. И в этой части видео я позадаю вопросы с самой Супах Экзе. Да, вы не расслышались, мне правда самому, как фанату Супы, удалось связаться с ней через X Twitter, а потом в Дискорде я решил провести небольшое интервью с ней, где она мне поотвечала на мои вопросы. Надеюсь, они не такие тупые и не такие плохие. Ладно, не буду вас затягивать, но я перехожу к первому вопросу. Первый вопрос. Как вы начали свою карьеру аниматора? Я начала вести Инстаграм, где я делала рендер со скинами своих друзей, затем начала делать короткие анимации, но они были слишком длинными для Инстаграма, поэтому я выложила их на YouTube, ремейк трейлеров FNAF 2. Большая часть моих старых работ все еще там лежит, ха-ха. Оттуда многое пошло не так, и в итоге я создала более качественную и длинную анимацию. Второй вопрос. Что случилось с фан-игрой FNAF FunVid Супах? Если вы участвовали в ней и знаете, почему она была отменена, можете ли вы рассказать про это? Я предоставила модели для игры. Зерхантер был членом моего сообщества и моим старым другом. Должно было выйти обновление с кошмарной Аквой в спальне из FNAF 4. Однако он исчез и отправился заниматься другими своими делами в реальной жизни. Мы планировали сделать игру большой, но в итоге от нее отказались. Но каждый вечер вы имели дело с одним или 2 разными аниматрониками с совершенно уникальной механикой. На моем канале также есть игра Soap Oval, в которую я играла, созданная с Swopeless. Третий вопрос. Откуда появилась идея создания The Origins?
Я хотела рассказать о происхождении своего персонажа, поэтому выбрала простое имя. Изначально оно было основано на FNAF, но со временем оно стало отражением моих подростковых эмоций. Когда я выросла, я поняла, насколько это кринжово, лол, но мне все равно нравилось работать над ним. Это должно было символизировать то, что я была занята своими творениями, анимациями, и в конечном итоге использовала бы это, чтобы скрыть негативное чувство или что-то в этом роде. Четвертый вопрос. О чем вообще будет будущий Мистер Фир? И это настоящая четвертая часть The Origins или нет? Мистер Фир должен означать конец или начало новой жизни. На данный момент я не уверена, но некоторые из вас будут расстроены. Речь идет о том, чтобы разобраться со своим прошлым, заключив сделку с дьяволом. The Origins состоит из 3 частей. Мистер Фир — это часть после, но не в The Origins. Это будет работать само по себе. Пятый вопрос. Будет ли Мистер Фир как-то связан с FNAF? Как это было в 3 частях The Origins? Мистер Фир никоим образом не будет связан с FNAF. Шестой вопрос. Будут ли ремейки старых коллабов или анимаций, как это было в случае с Welcome Back или отмененным You Can't Escape Me? Нет, я больше не планирую никаких ремейков. Я хочу посвятить время своим новым проектам. Вопрос 7. Как вы относитесь к сообществу FNAF и самой франшизе в целом? Как и в любом сообществе, в нем есть свои недостатки. Я предпочитаю не обращать на это внимания и наслаждаться франшизой. Я здесь с самого момента первой игры. Я активно покупаю товары, играю в игры и смотрю другие анимации по FNAF. Я буду первый день на просмотре второго фильма по FNAF. 8 вопрос. Куда делся Spring Pixel после событий в The Origins, часть 2? Это только что упоминалось в начале The Origins, но что именно не имело смысла? У меня были планы на него, но я так и не осуществила их по-настоящему. Но он не умер, он сбежал. Вопрос 9. Чего мы можем ожидать в будущем от вашего канала? В данный момент я сосредоточена на своей жизни. Кроме Мистер Фир и другого проекта, у меня нет больше никаких больших планов. Вот такое было небольшое интервью с самой Супах. Надеюсь, оно получилось интересным для вас и для фанатов Супах. И спасибо самой Супах за участие в данном ролике, за интервью само и за предоставленную информацию для моего айсберга. Вот, это был весь айсберг по Супаху, который получился довольно-таки необычным, интересным и особенным. Я старался как мог найти интересную, нескучную и даже ту информацию про аниматоров и саму Супах, которой не было вовсе известно. Я сам смотрел в детстве саму Супах Экзе, как и аниматоров Мистер Даррелл с их человекоподобными аниматрониками, хотя я их и сейчас смотрю, но да ладно. И это одно из тех сообществ, которое никогда не конфликтовало между другими и между собой тоже. Что ж, это был вроде как весь айсберг по Супах. Всем удачи и пока. Мы почти добрались. Ты уверен в этом? На 100%. Надеюсь, мы идем по правильному пути. Вроде нам сюда. Неожиданно. Подозрительно. Приветик. Не ожидал тебя увидеть снова тут, да и к тому же живым. Ты прошел мое полностью испытание, поэтому я тебя могу отпустить. Но я тебе кое-что подарю. И это кое-что огромный подарок, который прямо над тобой висит. И чтоб он на тебя не упал, и чтоб ты не сдох, пройди за мной. Закрой глаза. Сюрприз!
Походу, ты меня не понял. Что значит не понял? О чем Я ты? тебя использую для своей цели. Ты не уйдешь просто так отсюда. Почему? Надеюсь, тебя убьют аниматроники. Удачи! Стой! Плутон, нам надо что-то сейчас сделать уже. Я знаю тебя, старый супах. Нас хотят сейчас замочить все аниматроники тут. Ты бесполезный. Ты повлиять никак не можешь на это. Я сам с ним справлюсь. Плутон, осторожно! Ну, приветик. О нет. Хочешь, я тебе перережу горло? Беги! Беги! О, очнулся. Как я смог выжить и кто ты? Ты нас освободил. Мы тебя спасли за это. Меня зовут мистер Даррелл. Я создал всех этих аниматроников и сообщества. Так ты это особенный. Что за... Куда он делся? Походу мне стоит идти отсюда домой. Еще увидимся.